Привет, друзья! Меня зовут Юлия Гендина, и я очень рада, что вы присоединились к этой игре. Да-да, это настоящая рукодельная игра. И как и в каждой игре, здесь будут уровни. Мы будем вместе с вами двигаться от уровня к уровню и научимся вязать очень интересные штуки. Хотите научиться вязать вот такое или вот такое? Представляете, вы сами своими руками сможете связать плед или подушку или даже ковер и украсить им свою комнату, или подарить родителям, или отвезти в подарок бабушке с дедушкой. Представляете, как они будут горды вами и как будете горды собой вы, ведь вы собственными руками смогли сделать такую взрослую вещь. Но, чтобы научиться, нужно идти по ступенькам. Вот так. Как мы с вами строим дом? Мы начинаем с фундамента и потом потихоньку по этажу строим здание. Так и мы с вами будем потихоньку с самого начала по маленькому этажу вязать наш первый маленький плед. Помните, я говорила про уровни? Все так. Выполняйте задания на каждом уровне и обязательно показывайте результат родителям или бабушке с дедушкой. И произносите волшебную фразу «Смотри, это сделал я сам» или «Смотри, это сделала я сама». И сразу после этого можно переходить на следующий уровень, где я буду ждать вас с новым заданием. И помните, что вы пока начинающие волшебники. Я волшебник со стажем, поэтому у меня уже получается все быстро и легко. Но когда я была такой, как вы, маленьким волшебником, только начинающим, у меня очень сложно все получалось. Почему? Потому что мои руки еще не привыкли тогда к такому вязанию. Но постепенно руки начинают двигаться быстрее, и вам будет гораздо легче. Поэтому, если поначалу что-то не получается, нельзя расстраиваться. Нужно просто попробовать еще раз, и еще раз, и еще раз. Отдохнуть, потом снова попробовать, и обязательно все получится. Что вам понадобится для нашего первого уровня? Практически ничего. Посмотрите вот сюда. Маленький клубок пряжи светлого цвета, это важно, а то будет сложно, и толстый крючок. Покажите эту картинку своим родителям и отведите их в магазин, чтобы они вам купили все необходимое. А теперь, если вы готовы, переходим к первому уровню. Погнали! Первое, что нам нужно будет с вами изучить, крючок нам даже не понадобится, это волшебный узел. Почему он волшебный, сейчас вы поймете. Итак, кладем нитку перед собой. Длинный конец идет к клубку. Вот он. Короткий кончик мы видим перед собой. Вот он. Теперь внимательно смотрим. Короткий кончик кладем на длинный. Вот так мы перекрестили нашу нить. Получили петлю. Но она пока не волшебная. Что нужно сделать, чтобы она стала волшебной? Все просто. Двумя пальцами левой руки берем кончик. Зажали. А два пальца правой руки мы вводим в нашу петлю снизу вверх. Вот так. Видите? Здесь держим кончик, а здесь другая рука у нас в петле. Осталось дело за малым. Берем пальцами наш длинный хвостик. Захватили. И теперь левой рукой тянем короткий хвостик, правой длинный. Тянем в разные стороны. Затянули. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Отпускаем нить и видим, что у нас та же самая петля. Но та же самая, или она все-таки стала волшебной? Давайте проверим. Чтобы проверить ее на волшебство, нужно взять ее вот так в руку, немножко расправить и потянуть за длинную нить, которая тянется к клубку. Что же у нас получается, когда мы тянем? Ну-ка посмотрим. О, она начинает уменьшаться. То есть, если мы продолжим вот так вот тянуть, то она станет совсем маленькой и в конце концов распустится. Но мы этого не хотим.
Поэтому мы обратно уже за саму петлю потянем. Видите, я тяну за эту вот длинную нить, не за ту, которая хвостик, а длинную нить. И петля становится больше. Но что, если все-таки, может быть, вы боитесь, а хочется узнать, давайте я все-таки потяну до конца за длинную нить. Что же будет? Тяну, тяну. Опа! Все, петли нет. В этом и есть ее волшебство. Ее совсем не трудно сделать волшебной. И потом также не трудно распустить. Давайте потренируемся еще раз, чтобы нам каждый следующий раз было еще проще делать эту волшебную петлю. Итак, повторяем сначала. Вот у нас длинная нить, которая идет к клубку, а вот короткий хвостик. Кладем короткий хвостик на длинную нить. Сделали петлю, пока еще не волшебную. Берем левой рукой короткий хвостик, а два пальца правой руки вводим в нашу петлю снизу вверх. Вот так. И теперь, удерживая наш хвостик, хватаем пальцами длинную нить. И время тянуть. Тянем длинную нить направо, а хвостик налево. Тянем, пока петля не затянется. Здесь образовался узел. Ну что, проверим эту петлю на волшебство? Как мы будем это делать? Давайте развернем ее к себе, чтобы короткий хвостик был перед нами. Прижмем здесь узелок и попробуем потянуть за длинную нить. Все в порядке. Петля волшебная, потому что она начала уменьшаться. Это нам и нужно. Помните, я говорила, что если не получится с первого раза, то это очень даже нормально и хорошо. Это значит, что вы начинающий волшебник. У всех начинающих волшебников получается все далеко не с первого раза. Поэтому потренируйтесь делать эту волшебную петлю так, чтобы вам это было несложно. Если у вас все получилось и вы уверены в своих силах, давайте двигаться дальше. А если вдруг нет, вы можете отмотать это видео на начало и посмотреть еще раз, и вместе со мной сделать еще раз много-много таких петель. Итак, двигаемся дальше. И теперь нам понадобится крючок. Смотрите, как выглядит крючок. У него вот такая вот интересной формы головка. Для чего? Правильно, для того, чтобы цеплять нашу нить. Поэтому у него такая форма, как у удочки. Мы будем цеплять нить и протягивать ее, цеплять и протягивать. Вот и весь секрет волшебства. Что нам нужно сделать будет сейчас сначала? Накинуть петлю на крючок. Опа, как лассо. Вот мы накинули. Но кажется, что она слишком большая для этого крючка. Давайте ее немножко потянем и уменьшим. Она же волшебная. Вот здесь нам ее свойство и пригодится. Придерживая вот здесь пальцами, где узелок, потянем за длинную нить, которая ведет к клубку. И наша петля начнет уменьшаться. И вот теперь крючок уже не так сильно болтается в ней. Но смотрите, он и не плотно сидит, у него чуть-чуть здесь места есть. Лучше оставить именно так, чтобы крючок свободно проходил в нашу петлю, чтобы можно было его надеть на петлю и петлю с него снять. Итак, надеваем уже уменьшенную волшебную петлю на крючок. Я вас поздравляю! Одна петля у нас уже есть. Теперь настало время цеплять нашей удочкой нитку. Короткий кончик нам не нужен, мы про него забудем. Будем вязать вот этой длинной нитью. Зажмите эту длинную нить между указательным и средним пальцем. Вот так. Видите? Совсем не сложно. А другими пальцами возьмите как раз наш хвостик. Таким образом, у нас вот эта длинная нитка всегда будет под крючком. Очень удобно. Теперь, придерживая здесь пальцем нашу петлю, заводим крючок под нить. Вот так. Снизу вверх. Давайте еще раз покажу. Придерживая пальцем петлю на крючке, заводим крючок снизу вверх. Завели. А теперь попробуйте захватить крючком эту нить и протянуть ее
через петлю. Вот что у нас получилось. Давайте еще раз. Я так ее потяну, как будто ничего и не было. Итак, начинаем сначала. Зажали длинную нить между средним и указательным пальцем, а другими пальцами держим короткий хвостик. Придерживая петлю на крючке, заводим крючок снизу вверх под нить. И теперь тянем ее как удочкой через петлю. У нас на крючке снова одна петля. Повторим это движение еще раз. Снова придерживаем пальцем петлю. Заводим крючок снизу вверх под нить. И дальше цепляем ее так, чтобы протащить через петлю на крючке. И снова у нас одна петля на крючке. В какой-то момент вам захочется вот эти пальцы передвинуть поближе. Сделайте это, так будет удобней. Повторяем. Держим палец указательный на петле на крючке. Заводим крючок вниз под нить. Захватили ее как удочкой и тянем через петлю на крючке. Вытянули. Повторяем еще раз. Придерживаем пальцем петлю на крючке. Заводим крючок снизу вверх под нить. Хватаем ее крючком, как удочкой, и тянем через петлю. Смотрите, что у нас получается. Мы с вами вяжем косичку. Видите? Вот ее звенья. Получается, каждая петля вывязывается из другой. Продолжаем. Видите, я пальцы левой руки подвинула чуть повыше. Я теперь держу не за хвостик, а за саму косичку. Придерживаю петлю на крючке, завожу крючок вниз под нить, захватываю ее и тяну через петлю. Хотите, я угадаю, как вам сейчас хочется связать эту цепочку? Смотрите. Вам хочется наверняка, когда вы вот так захватываете нить, вытянуть ее побольше через петлю. И я вас понимаю. Я тоже всегда так вязала, когда была начинающим волшебником. Я вытягивала вот такие вот большие петли. Они мне нравились больше. А иногда я вытягивала маленькие петли, а потом снова большие. Почему? Потому что руки мои тогда еще к этому не привыкли. И у меня получалась такая вот очень красивая, но очень разнообразная косичка. В ней были то большие петли, то слишком маленькие. Если у вас получается так же, как у меня сейчас, то большие петли, то слишком маленькие, в этом нет ничего странного. И так и будет какое-то время. Но чем больше вы потренируетесь, тем ровнее у вас получится эта косичка. Потому что вы научитесь вытягивать нить равномерно. То есть у вас эти звенья будут одинаковыми. Смотрите, какой она может быть длинной и красивой. Я специально оставила здесь эти петли, чтобы показать вам, что это абсолютно нормально и даже хорошо, когда вы будете тренироваться, и у вас будет получаться такого разного размера петли. Но потом все равно косичка выровняется, и петли будут равномерные. А теперь вам маленькое задание. Свяжите столько петель, насколько вам хватит сил, а потом посчитайте, сколько у вас получилось этих петель. А как их посчитать, спросите вы меня? А очень просто. Положите косичку перед собой, и вы увидите, что у нее есть сверху вот такие дужки. Первая дужка, вторая дужка, третья дужка, четвертая, пятая, шестая, здесь седьмая большая, восьмая большая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, 15 и 16, последняя 16. Здесь у меня уже волшебное кольцо. Вот я связала цепочку, в которой 16 таких петель. А сколько получится у вас? Очень интересно.
Потренируйтесь, и как только у вас получится ровная цепочка, обязательно покажите ее родителям, бабушкам, дедушкам, всем, кому захотите, и вспомните волшебную фразу, которую нужно произнести. «Я сделал это сам» или «Я сделала это сама». И после этого можно будет переходить на второй уровень нашей игры. Желаю вам удачи и помните, что вы только начинающий волшебник. Но я вас проведу за руку, и вы будете настоящим волшебником, который сможет творить чудеса. Обещаю. До следующего уровня. Пока-пока.